Смотрите, фотография до и теперь фотография после. Всем здорово, чуваки! Вы находитесь на канале Мишарин, меня зовут Сергей, и сегодня я бы хотел рассказать вам, как сделать цветокоррекцию на вашем смартфоне всего в один клик. И это не шутка. Если тебе интересно, тогда погнали! Я думаю, многие из вас пользуются различными приложениями, где можно самому накрутить какой-либо цвет, либо же использовать также пресет в один клик. Но есть одно очень крутое приложение, с которым не сравнится ни одно приложение с цветокоррекцией, с различными пресетами, и где там можно самому какой-то цвет накрутить. Нет, здесь все по-другому. И сейчас объясню почему. Но для начала немножечко про программку эту расскажу и покажу вообще, как и что из нее сама она себя представляет. Короче, погнали. Итак, я возьму свой iPhone SE, но многие, я знаю, пользуются Android, поэтому хочу их обрадовать. Это приложение есть и на Android. Так, смотрите, это приложение называется 3D Loot Mobile. Сразу хочу обрадовать тех, кто смотрит это видео. Здесь не нужно регистрироваться вообще, просто заходите, закидываете свою фотку или видео, и все, и с готовой цветокоррекцией экспортируйте ваш файл. Не смотрите на такой не очень приятный интерфейс, так скажем, да, здесь какой-то логотип у меня вообще сдвинут вправо почему-то, я не знаю почему. И всего есть две кнопки: камера и галерея. После выбора фотографии нам доступны здесь различные настройки. То есть базовые настройки — это яркость, контраст, баланс белого, оттенок, насыщенность, динамический диапазон, черный, виньетка, текстура и резкость, да. И еще есть две кнопочки. Справа это у нас повернуть, то есть мы поворачиваем там влево или вправо нашу фотографию. И самое главное — это кнопочка Loot. То есть нажимаем на нее. Сразу хочу сказать о том, что здесь нужно подключение к интернету, если вы хотите воспользоваться именно каким-либо лутом. Собственно, лут — это и есть цветокоррекция в один клик. То есть лут — это готовый файлик, который вы применяете на какой-либо свой файл, и все. И если хотите, вы уже можете там как-то докорректировать. Если нет, то оставляйте, как вам нравится. Смотрим далее. Здесь есть различные папочки. То есть сразу у нас слева показывается оригинальная наша фотография. Да, я на нее нажал. Далее есть мои луты, избранные, магазин и так далее, так далее, так далее. То есть здесь много различных папочек. И дальше есть у нас уже какие-то стандартные луты. О, даже какой-то супер-мега насыщенный лут есть. Ужас. Так, ну давайте применим оригинальный. Например, мне очень нравится заходить в папочку топ-25. То есть, ну не зря здесь есть такая папка под названием топ, ну и значит самая крутая цветокоррекция. И действительно там есть очень интересные луты. Но также тут есть и Editor Pack, Mobile Wiki, Gradient Edition, видимо, Black and White, то есть черно-белые какие-то фотографии. То есть очень-очень много различных лутов здесь имеется. Вы можете просто зайти в какую-то папку, выбрать для себя какой-то интересный лут и постоянно его применять на свои фотографии. Да, если вы хотите делать все в одном стиле, например, Instagram вести или еще что-то. На самом деле можно очень круто цветокорить свои фото. Но не только фото, в этом-то и плюс. Например, я знаю, папочка Mobile Wiki, вот она, да, посередине. Это папка, в которой появляются время от времени луты, созданные другими людьми. То есть в группе ВКонтакте 3D Loot Creator выкладывают посты с какими-то фотографиями, и люди в комментариях прикрепляют свой вариант цветокоррекции с лутом, и там его уже выбирают, то есть, да, голосованием каким-то, и он попадает именно в эту папку. То есть можете сюда зайти, то есть это получается выбор различных, да, вот людей, пользователей. Но мне нравится, например, топ-25. Мы не будем сейчас проходиться по всем лутам, которые там есть, я думаю, вы сами можете посмотреть, зайти. Например, смотрите, фотография до и теперь фотография после. Как это вообще? Ну вы посмотрите, это же зима натуральная, это очень классно выглядит. Согласитесь, поставьте плюсик в комментариях, если вам действительно понравился этот лут. Вот мне прям очень понравился. И также здесь есть ползунок справа, вы можете изменить интенсивность этого лута, да, вот так перетаскиванием, то есть от оригинального до нашего лута. То есть видите, как меняется, да, картинка. И если вы хотите посмотреть до и после, то вы просто зажимаете на экране пальцем, хоп, держим там полсекунды, и все, появляется оригинальная фотка. Убираем палец, все, уже фотография с лутом. Ну хорошо, давайте еще. Вот, например, вот этот лут. Тоже очень классный. Осенний лут, то есть было все довольно летнее, зеленое такое, малоконтрастное, малонасыщенное, хопа, очень ярко, все прям тепло так, хорошо. Давайте еще один лут какой-нибудь, тоже классно здесь. Какая-то трава заменилась на фиолетовый цвет, какая-то все-таки такая синева, что-то снежное такое, да. Вот розовая трава еще есть. Тоже очень классно. В общем, здесь очень много интересных, действительно классных
очень классных лутов. Ну, прям можно засидеться в этом приложении, чтобы найти какую-то для себя цветокоррекцию. Действительно, очень классно. Если вы хотите делать цветокоррекцию в одном стиле, не нужно постоянно крутить какие-то настройки, просто выбрали для себя лут, бах, все готово. Ну и если вы хотите его, конечно же, подкорректировать, вы заходите просто теперь, после выбора лута, заходите в базовые и уже меняете яркость, например. Опа, контраста чуть-чуть добавили, также ползунком. Так, баланс белого поменяли, например, сделали теплее, оттенок чуть там, не знаю, в зеленый увели или там в красный, да. Насыщенность убрали или добавили. Ползунок, динамический диапазон делает так, чтобы у вас детали в светлых участках вашей фотографии, они как бы понижались, а тени высветлялись наоборот. И тем самым мы получали такой легкий эффект HDR, так скажем. И есть черные, то есть темные участки нашей фотографии делать темнее, либо светлее. Ну и также добавляем виньетку. Ну, например, также можно добавить немножко текстуры и резкости для нашей фотки. И теперь нажимаем на центр экрана. Было, стало. Было, стало. По-моему, очень классно. Из минусов для фотографий в этом приложении есть то, что при сохранении, допустим, мы нажимаем галочку в верхнем углу «Сохранить в галерее». И при открытии нашей фотографии мы видим, что внизу у нас есть вот такой вот watermark. Это не очень приятная штука. Конечно же, мы можем спастись при помощи кропа. Мы можем просто вот так вот обрезать нашу фотографию. И теперь watermark'а нет. Но это, конечно же, все-таки небольшой минус из-за того, что нужно обрезать эту фотку еще. Как бы не очень приятно, так скажем. Но гигантский плюс этого приложения в том, что любую из этих лутов можем применить также и на видео, и добавок без ватермарков, понимаете? То есть фотки почему-то сохраняются с ватермарком, а видео вот так вот без ватермарка. Ну, лично для меня, я не пользуюсь фотографиями в основном и там не использую луты для фото, но для видео это просто бомба, я вам отвечаю. Мы нажимаем «Выбрать», и у нас сжимается видео для того, чтобы мы могли его спокойно цветокорить в нашем приложении. Вот есть у меня вот такое видео, где я проезжался ранним туманным утром. Уже, в принципе, довольно красиво, но мне интересно, что будет, если я добавлю сюда еще какой-то лут из топовых, который мне больше всего нравится. Давайте перейдем в лут, да. Также здесь есть практически те же самые базовые настройки, как и при фото, да. Единственное, что здесь нет, это текстуры и резкости. И также нет кнопочки справа внизу, как видите, повернуть видео. То есть, ну, видимо, это не очень-то и нужно. То есть переходим в лут и заходим в папочку топ-25, опять же. Так, и давайте применим какой-нибудь лут, не знаю, там. Так, было, стало. То есть в реальном времени я могу нажимать на экран и смотреть, что было и что стало. Ну, слушайте, ну, по-моему, очень классно. Давайте применим другой лут. Так, ну, тоже довольно насыщенно. О, вот такой мне нравится. Охеренный. Вы посмотрите, как классно. То есть до и после. До, после. Очень классный лут. Что-то здесь похожее на сепию, но интенсивность немножечко можно убрать. И вот так мне нравится гораздо больше. Так, и, допустим, я хочу в базовых настройках сейчас немножко поднять насыщенность. О, вот так. Да-да-да. И баланс белого чуть-чуть. Такой в более синий, наверное, введу. И чуть-чуть зеленого. Все. Вот так мне нравится просто охеренно. Смотрите. Было, стало. То есть также галочка, сохраняем в галерее. Если что, вы можете отправить прямо из приложения в Instagram, допустим, и загрузить пост. Конечно же, от длительности вашего видео будет зависеть время экспорта видеоролика. Я думаю, это и так понятно, да? Все, видео save to gallery. Вот такое видео у нас было до. И вот такое видео у нас получилось в итоге. Смахивает на какую-то старую Америку прям вообще очень сильно. Очень классный лут получился. Да, это приложение действительно очень топовое тем, что здесь луты, они уникальные. То есть здесь нет такого, что миллионы людей скачали и миллионы людей пользуются одними и те же пресетами постоянно. То есть здесь постоянно обновляются луты. Топ-25, конечно, остается, да, но вы также можете внести какие-то свои изменения. Ну, в Mobile Wiki, например, заходить и смотреть какие-то новые луты, которые там люди все генерируют и генерируют, так скажем, да, вы можете их использовать. Огромнейшее количество различных лутов для цветокоррекции у вас имеется. Плюс, конечно же, гигантский в том, что вы можете применять эти луты как на фото, так и на видео, потому что во многих приложениях этого делать нельзя. Я надеюсь, видео вам понравилось и я был вам полезен. Пишите внизу в комментариях обязательно какие-нибудь вопросы, если вас что-то интересует. Я стараюсь отвечать на все комментарии, либо я ставлю какой-то лайкосик, что я увидел ваш комментарий. Ну, в общем-то, всем пока. Надеюсь, помог.